В этом списке первым стоит Мухтар Аблязов, с которым я проработал долгие годы. Я также был сотрудником полиции, служил в подразделении специального назначения Республики Казахстан, Министерства внутренних дел. Мухтара Аблязова знаю с 1995 года, с 2002 года я сработал как руководитель его личной безопасности. Я очень хорошо помню годы 2001-2002, когда Мухтар Аблязов совместно с главой администрации Павлодарской области Галымжаном Жакияновым принялись за работу по созданию общественно-политического движения «Демократический выбор Казахстана». В тот момент за нами активно велось наблюдение с спецслужбами Казахстана. В день мы замечали до 5-6 автомобилей, следовавших за нами, то есть наружное наблюдение велось непрестанно. И в день ареста Мухтара Аблязова я находился с ним, его забрали на допрос и больше уже не выпустили. Позже на Аблязова Жакиянова завели уголовные дела, причем эти дела были связаны не по политическим мотивам, обвинялись они не по политическим мотивам, а якобы именно так в Казахстане действует в отношении всех политических оппонентов. Дела возбуждаются по экономическим статьям или так называемые злоупотребление служебным положением. Это принципиально важный момент, поскольку механизм Интерпола не предполагает изучение дела по существу и оценивает его с точки зрения обоснованности, не оценивает его обоснованности и законности. Хотя в случае, когда запросы подают такие страны, как Казахстан с авторитарным режимом, я считаю, что это необходимо и чрезвычайно важно. Например, если взять мой случай, то уголовное дело, которое завели на меня в 2010 году, я находился в тот момент в Лондоне, в то время я посещал Казахстан, но уголовное дело на меня уже было в тот момент, но в Интерпол, заявку в Интерпол на меня подали в 2012 году. Я считаю, что и думаю, что то дело на меня завели на всякий случай, как это делается с многими другими людьми, которые связаны с Мухтаром Аблязовым и с оппозицией, решили лишь в тот момент, когда им понадобились показания против Мухтара Аблязова. Это еще одна важная особенность практики использования Интерпола. Она состоит в том, что преследование осуществляется не только в отношении главного оппонента, главного врага страны, президента, то есть, но и его окружения, его родственников, его близких, коллег. В случае с Мухтаром Аблязовым преследуются десятки людей по всему миру. Это нужно Назарбаеву, чтобы лишить его поддержки и получить на него компромат. К сожалению, люди перед Интерполом оказываются еще более такие люди, еще более беззащитными, ведь если главные разыскиваемые, можно получить информацию о них из доступных источников, то такие люди, как я, и такие, то есть неизвестные, которых вы не получите информацию с источников, являются совершенно безвестными. И именно так произошло со мной. Я не случайно так подробно остановился именно на Аблязове, хотя не только его преследует казахстанский Интерпол. Я понимаю, что лично меня преследует именно как его соратника. Надеюсь, что я сломаюсь, соглашусь его оговорить, дать нужные показания Астане против него. Я точно знаю, что Аблязов не вор, как его рисует Астана. Я долгое время с ним проработал и занимался вопросами его безопасности и очень хорошо знаю, какими рисками он подвергался. Так, например, в 2010 году Мухтара Аблязова вызвали, мы находились в Лондоне, Мухтара Аблязова вызвали в полицию, где сообщили ему, что на него готовится похищение или устранение. Но что меня поразило больше всего, что нам сообщили, что в этом вопросе они нам помочь ничем не могут. Они обязаны только нам сообщить об этом, и все. И
защищай себя сам, так называется. Меня Кавлязова это вызвало огромный шок, страх, ведь в то время в Лондоне он проживал со своей семьей, со своей младшей дочерью, которую в будущем с ее мамой выкрали казахстанские власти из Италии. Это очень известное дело. Вот. Мне приходилось заниматься безопасностью не только Аблязова, я помогал также журналистам независимых изданий. И очень хорошо знаю, с какими ужасными методами работают силовые структуры Казахстана, чтобы избавиться от своих оппонентов. В Казахстане слежка за журналистами – обычная практика. Вас могут вечером просто подстеречь у подъезда дома и избить, если вы будете, конечно, без охраны и без свидетелей.